Всем привет! На Бали районы все очень разные, с разным настроением, с разным вайбом, для разных людей, с разным темпераментом и запросами. Плюсы и минусы каждого района мы разберем прямо сейчас и попытаемся определиться, какой из них больше всего подходит вам, либо вашей семье. Я со своей семьей, двумя маленькими детьми, почти 3 года уже живем на Бали. Мы успели пожить практически во всех районах, а в каких районах мы не жили долго, мы туда очень часто и много ездим, постоянно, на уикенды, на отдых. Поэтому в этом видео я буду говорить из нашего личного опыта жизни, либо общения с теми, кто жил в этих районах, то, что мы видели своими глазами и переживали на собственном опыте. Давайте начнем с самых популярных и топовых районов. Первым у нас будет Убуд. Это очень привлекательное место для многих людей. Все, кто едет на Бали, очень часто изначально собираются ехать в Убуд. В принципе, с нами тоже так было, когда мы изначально в 2016 году первый раз приехали сюда еще без детей, просто мы жили тогда в Таиланде и приехали погостить на острове, посмотреть. Убуд нам больше всего зашел, несмотря на то, что там нет пляжа, но там огромное количество своих плюсов. В основном в Убуд едут люди, которые занимаются каким-то духовным развитием, либо паразитируют на духовном развитии, то есть это обычные какие-то инфо-цыгане, люди, которые предоставляют какие-то странные или сомнительные услуги по просветлению. Однако, конечно же, в этом районе живет большое количество классных, крутых, по-настоящему духовных людей, поэтому там вот такая смесь вот из этого всего движения духовного развития сделали мейнстрим. Много кто на этом паразитирует, много кто просто по приколу, типа, залетает такой, одевается в шамана и ходит там, я шаман, а потом уезжает, и вот он уже не шаман. Кто-то проникается этой темой основательно, занимается какими-то практиками, именно практиками саморазвития. Не вот это вот все, что там что-нибудь бахнуть, просветлиться и так далее. Ну, в общем, там много разного народа, очень разного народа. Обычные люди там тоже живут. Обычные простые семьи разных национальностей. Большое комьюнити русскоязычное там. Тоже много людей с детьми живет. И чем Убуд необычен, на мой взгляд, он, наверное, самый большой район, то есть там жизнь практически как в городе. Прямо сейчас, буквально вот уже как неделю мы назад переехали в Убуд, это первый раз за 3 года нашей жизни, и мы чувствуем такое движение, ритм, как в городе. Наши дети пошли в сад, мы сейчас выбираем садики, определяемся, про это будет отдельное видео, так что подписывайтесь на канал, будет много полезного, крутого контента по детям и не только, и про Бали в целом. Так вот, мы выбираем сад и сейчас ездим по всему Убуду, и это понимаем, что большие расстояния. То есть до этого мы жили год в Чингу, год в Сануре, каких там чуть меньше года в Семенике, то есть это такие передвижения очень локальные, то есть Чингу, да, тоже не маленький, Чингу тоже большой, но все равно по Убуду ты прям можешь просто полчаса на мопеде ехать куда-то, это вообще норма. В Сануре полчаса, чтобы вы понимали, воспринимается уже как какой-то дальнобой, в какой-то вообще, ну просто супер поездка, собираемся с семьей, пакуем чемоданы, потому что здесь все так на одной улочке, более компактно. Убуд уже больше как город. Большой жирный плюс Убуда, что это район с колоссальным количеством зелени, вы живете в природе, вы живете среди рисовых полей, среди джунглей, там много свежего воздуха, из-за того, что он находится в центре острова, много зелени, вдали от солнцепечных, выжигающих жарой пляжей, там всегда прохладнее на несколько градусов. Вечером и утром там всегда хочется одеть ветровочку, какой-нибудь легкий свитшот, худи, что-нибудь такое, и это прикольно, мне это ощущение лично очень нравится. Также очень круто, что в Убуде по центру можно гулять, там реально как в городе, центр города, можно ходить по тротуарам пешеходным, прогуливаться, шопинг, вот это вся такая променадная история, там по центру идешь, всякие представления, шоу, какой-то культурная жизнь, музей, большое количество кафе для буле. Буле это так локалы, балийцы, местные индонезийцы называют иностранцев буле. Белые в переводе. Есть, конечно, отличия. Есть только для местных людей. Варунги они называются, это на местном языке. Варунг это кафе. А для буле, конечно, строятся уже такие, ну, более фэнси ресторанчики, модные, там вегетарианская кухня, всякая итальянская кухня, всякие вот такие штуки. Конечно, богатые индонезийцы, местные тоже ходят, но в основном местным это не по карману. Так вот, большое количество кофеин, большое количество ресторанов, променады, шопинг, гуляй, не хочу, очень круто. Всякие сауны,
бани, вот ретриты, вот зачем едут в Убуд, всякие ретриты медитативные, куда-то именно подауншифтить, отвлечься от города, воссоединиться с природой. Еще огромный плюс, большущий плюс Убуда, он сопряжен с предыдущим, что много зелени, там получается много водопадов. Нет пляжей, но есть водопады. Вы всегда можете там за 15-20 минут доехать до какого-то водопада, просто воссоединиться с природой в ментальном соитии просто и стать частью этой вселенной. Потому что, ну, правда, классно, мы очень часто, это вот наше любимое развлечение, когда есть время сейчас, мы стараемся вот на водопадик, потому что там перезаряжаешься, правда, вся эта природа, водичка падает, свежий воздух, прохладный воздух, это что очень важно на Бали. Из минусов, конечно же, бы я отметил в первую очередь, что это далеко от пляжей. Если кто-то едет конкретно, чтобы жить на пляже, вот на тропическом острове, на море, на океане, то да, он далековато от пляжа. Но опять же, полчаса, практически там, ну, 40 минут максимум ты доезжаешь до пляжа. Это не катастрофа какая-то. Ну и пробки, да, раз это уже больше похоже на город, соответственно, там и трафик такой лютый. Местность основалась давно, дороги старые, не были рассчитаны на такой поток трафика. Огромное количество людей едет, многие едут в Убуд. Но если вы там сторонник йоги, какого-то саморазвития, какого-то чистого питания, разговоров о высоком, вы хотите соединиться с природой, со вселенной, отдохнуть от города, то Убуд для вас. С детьми, без детей там будет комфортность. Для детей там огромное количество мест. Мы делали отдельное большое видео про жизнь в Убуде с детьми. Если говорить в контексте жизни с детьми на Бали, то у нас целая подборка про все районы, про Убуд, естественно, тоже. И я рекомендую его вам посмотреть, и не только тем, кто собирается ехать с детьми, потому что там в этих видео все равно собрано большое количество информации, которая не касается детей. Это лучшее кафе, цены, локации, где мы ездим, какие мы выбираем места. Вот это не только в контексте детей, поэтому все эти видео собраны в один плейлист. Ссылка будет вот здесь, и в описании к этому видео тоже будет ссылка на этот плейлист. Вы можете ознакомиться с этими видео. Я очень рекомендую лучших и более крутых, качественных и ярких видео, чем вот эти в нашем плейлисте. Вы просто не найдете в русскоязычном ютубе, я вам гарантирую, потому что никто так не делает, не вкладывается в видео с душой так, как мы. Если найдете лучше, пишите мне, верну деньги. Также Убуд будет хорош для людей, которые занимаются бизнесом, пытаются выстроить какие-то отношения, хотят релоцировать бизнес на Бали. Вот тоже для этих людей очень круто будет в Убуде, потому что тут есть такой центр Парк Ю. Это известное место, локация, где собираются все самые креативные, модные, умные, классные, богатые. Ну, конечно, много и всяких вот, которые тоже пытаются прийти, типа прикоснуться. Мы вот тоже тут. Вот эти нищие криптомиллионеры, вот эти всякие криптосигнальщики, всяких лохотронов, инфо-цыган, балаболов тоже просто валом. Но тут и действительно очень много людей крутых, которые прям нестандартно мыслят, которые какие-то организовывают какие-то проекты очень крутые, очень креативные, очень классные. И сам вообще этот Парк Ю является тоже проектом одного чувака, его там, как зовут, Андреа, по-моему. Вот. И, в общем, это такое место притяжения всех бизнесменов, всех людей, которые хотят развиваться. Там просто есть возможность прийти поработать. В общем, классное место. В целом, Убуд вообще очень крутое, универсальное место для жизни, как с детьми, так и без детей. Поэтому мы уже туда давно 3 года собирались, как-то все не собрались. Но вот сейчас мы переехали, живем там. И впереди еще будет много видео, классных, крутых видео о жизни в Убуде. Идем дальше. Чингу. Конечно же, Чингу это прям ультра-мега-топ, мега-популярное место, которое просто вау-вау-вау. Короче, все хотят в Чингу, потому что Чингу это же Чингу, ну там в Чингу, там движуха, там вот эти все самые модные, стильные, классные, богатые, полуселебы. Но, опять же, огромное количество обычных людей. Чингу такой более модный, более такой, не знаю, как его назвать. Он нам нравится по атмосфере. Конечно, разный там народ, иногда это просто как такая ярмарка тщеславия. Но очень много крутых, трушных ребят тоже приезжает. Тоже знаем людей, тех, кто живет в Чингу с детьми. Но лично для нас, наверное, Чингу больше как тусовое место. Туда больше молодежи, если вы парочка, если вы там в одно лицо, если у вас там тусовочки, движушечки, бич-клабы, очень модные, супер фэнси рестораны, все самое топовое. Оно там очень плотная застройка, очень такой душный трафик, все на мопедах. Не просто на мопедах, там нужно ездить на крутых мотоциклах, чтобы тебя заметили, потому что,
you know. В общем, Чингу такой, но я типа стебусь с него, да, и может показаться что с каким-то негативом. Мы любим Чингу, мы очень любим туда ездить тусоваться. Мы там прожили год в районе Бирава, и у нас про Чингу тоже есть 2 видео в этом же плейлисте, о котором я говорил. Ссылка будет в описании. Там мы рассказали все наши самые топовые любимые места для отдыха с детьми или просто без детей, любимые рестораны, локации, бич-клабы. Самое главное в этих видео вы увидите не столько конкретные места, хотя этого там валом, там все из этого состоит, вы почувствуете атмосферу этих районов. Я стараюсь в этих видео передать именно атмосферу, поэтому очень советую. Как я заметил, в Чингу живут фрилансеры, тоже удаленщики, это вот ребята, которые там с компьютерчиком где-то в крутой кафешечке на завтраке, потом посерфить, потому что Чингу это в первую очередь серф-деревня вообще изначально была, которая разрослась уже в полноценный топовый район. Недвижимость, чтобы вы понимали популярность этого места, недвижимость и земля в Чингу Форбсом оценивается там в 3 или там на 1 место. Ну, короче, очень топовое место. Цены там вообще зашкаливают. Нужно, конечно, иметь деньги, чтобы там жить, потому что прайс на все, конечно, будет повыше. Но это место очень крутое. Есть люди, которые прям вот ненавидят это, потому что это очень суетно, очень показушно, очень выпендрежно. Но, опять же, блин, все мы хотим смотреть на других и показывать себя. Мы все хотим жить в красивом, нарядном, привлекательным, симпатичным, хотим жить красиво, сидеть в классных ресторанах, всем этого хочется, это нормальное желание. И Чингу очень хорошо олицетворяет вот эту всю жизнь, потому что это просто вот из клипов, знаете, про летние клипы, какие-то такие мотивационные попсовые песенки, где едешь на мопеде, ты молодой, у тебя там 2 цыпочки с тобой, или цыпочка едет с 2 мальчиками, или они там все вместе по очереди друг с другом ездят куда-то, с серф-досками, длинные волосы, выгоревшие на солнце, такие все мускулистые, подтянутые, такие, вау, пошли в серф, вау, класс, потом поели супер классную вкусную еду, кучерявые авокадо-тосты, запили супер шейком смузи, потом вечером на тусовку, и это все вот это вот реально происходит у людей в Чингу, вот такая жизнь. Мы даже сами с детьми жили, но у нас такой движухи не было, потому что мы с двойней, но тоже это все было очень вот практически так же, ярко, красиво, сочно. Поэтому в Чингу это, конечно, топчик, это классное место. Но единственный там огромный минус тоже это жутчайшие, просто катастрофические пробки. Это тоже все я рассказывал в предыдущих видео. Вот смотрите, вот в этом видео я показывал и снимал трафик в каждом районе. То есть не просто рассказывал, как сейчас, я прям снимал и показывал. В каждый район съездил на самые забитые трафиком улицы и показал, как это все выглядит, чтобы вы имели представление. Но в любом случае, как бы там ни было, Чингу это топ, он развивается, расширяется, там ближайшие районы тоже расстраиваются, это будет скоро тоже как Чингу. В общем, это движняк, молодость, секс, серф, рок-н-ролл, класс. Поэтому все, кто молодой, блин, вообще не задумывайтесь, туда и go ahead. Кстати, для тех, кто задумывается о переезде и жизни на Бали, то совсем недавно мы делали видео про ВНЖ и визы на Бали, где рассказываем, как это все делается и даем контакты надежного агентства. Также вся эта информация есть в нашем телеграм-канале в закрепленном посте, ссылка в описании. Так, сейчас пару слов о районе Кута. Кута это старый, один из самых старых, древнейший просто район. Это видно по дорожкам, это видно по отелям, по зданиям, по канализации. В отелях ужасная вода. И вайб там такой, знаете, мы всегда, когда приезжаем, опять же, это просто ощущение. Это сейчас не то, что какая-то оценка конкретная кого-то или чего-то. Но мне после Кута хочется помыться. Он такой немножко грязноватый. И люди там такие вот, у них какие-то у всех одинаковые лица, они там сидят с пивищем, самым дешевым пивищем, самое дешевое светлое пиво, сигареты и картошка фри. Там вот в отелях тоже все время плохая вода, какое-то обслуживание, все такое ушатанное, утертое. Ну, в общем, нам там не нравится вообще не наш район. И знаю, что многие люди живут там. И у этого района есть пара очень классных плюсов. Первый, самый жирный, классный, просто прекраснейший плюс – это пляж. Это такой огромный, широкий пляж, где можно гулять долго, с видом на закат, закатная страна. Вот пляж там вообще бомба. Еще один из плюсов, там находится, прямо на этом пляже, находится лучший на данный момент, сейчас строится еще один, расскажу потом где, торговый центр. Это лучший, самый крутой, модный шоппинг-молл на острове. Вот это променадный, куда ездят все богатые местные, в Луи Виттонах. То есть это вот место для вот тоже променадись, там ресторанчики. Этот торговый центр называется Beach Walk, потому что он прямо на пляже, через дорогу.
дорогу, и это круто. Там классные магазины, Zara, H&M, Bershka, там, ну, какие-то еще бренды, Apple Store, классика хорошего шоппинг-центра, вся там. Но если ехать в Куту, то вот пляж, торговый центр – это класс. Это классный плюс этого района. Но в целом нам вайб и атмосфера там вообще не нравится. Район Санур – это тоже один из самых древних и один из самых первых туристических районов на Бали, которые стали развивать, как только вот Бали начал набирать популярность, поэтому тоже старенький. Район Санур – это вообще немножечко не Бали, и в этом весь его прикол. Все, кто любит отдыхать в Таиланде и приедет в Санур, узнают Тай. Классический Тай – это набережная линия вдоль пляжа, где идут отели. И вот ты живешь, вот из отельчика выходишь на пляжик, вот классика тайская. Дело в том, что ни один район Бали больше не устроен так, как Санур, именно по тайскому принципу. И это большой плюс, потому что это уникальность. Больше ничего здесь похожего такого нет. Самым просто божественным плюсом района Санур это является вот эта набережная и дорожка для прогулок и для велосипедов. Это просто нечто. Да, сейчас что-то похожее строится возле Бичвок, как я сказал, вот в Куте, возле Бичвок тоже вдоль. Но в Сануре она уже давно, ее отремонтировали, еще недавно расширили. То есть есть велодорожка, гулятельная дорожка на там около 10 километров или 7, ну неважно. То есть можно прям нагуляться. И это очень круто для семей. У нас есть отдельное большое видео с большим обзором района Санур в контексте жизни с детьми в этом районе. Это одно из самых наших популярных видео, благодаря которому мы, когда жили в Сануре, мы здесь год прожили, мы не могли идти, просто спокойно нас встречали люди, которые приезжали и благодарили за это видео, потому что это видео именно для тех, кто собирается ехать на Бали с детьми, это спасение. Нам лично сам Санур за год уже вот надоел вот так, потому что он не стильный, не молодежный, это полная противоположность Чингу или там Убуду, такой пенсионно-детский район. Тут кафешки не крутые, тут не строится ничего такого в балийском стиле, но если жить с детьми ради комфорта, гулять на пляже, вот у нас был пляж, вот вилла, мы обзор этой виллы, кстати, тоже делали, к нам приезжали родители, вот мои, они уже на пенсии, у мамы болит нога, она не могла на велике ездить, они мопедом не владели, и они просто выходили, шли, гуляли, это просто шикарно, то есть лучшего района больше нет. Так, в таком комфорте больше ты не проживешь нигде. Поэтому Санур это в первую очередь для пенсионеров и для людей, которые собираются с маленькими детьми. Смотрите обязательно видео, которое называется «Самый семейный район Бали». Подробно про Санур все рассказано. Букит. Это полуостров на острове Бали, такой отросточек, и он тоже делится на несколько районов. 3 самых главных района – это Джимбаран, это прямо вот возле Куты, находится недалеко от аэропорта. Там достаточно спокойный пляж, там самый известный на весь остров рыбный маркет. Ну, короче, Джимбаран нам, в принципе, всегда казался очень скучным районом, поэтому мы туда даже ездили на раз в 3 года, может, раза 2, и то проездом, не знаю, что как нас туда занесло много, про него рассказать не могу, но он реально тоже не балийский, он какой-то такой кутовский, вот он такой ближе к Куте, к Сануру, очень скучный, наверное, не для молодежи, но с детьми, я знаю, много людей там живет с детьми, потому что на Буките, в целом на этом отростке полуострове, большое количество садиков, тоже какие-то школы. Ну и единственный плюс этого Джимбарана, что ты, по сути, можешь и на Букит поехать на красивые вот места с обрывами, и, в принципе, по дороге, самое главное, по Sunset Road, там поехать в любой район Кута, Чингу, Семеньяк и так далее. Дальше про Букит есть район Печату. Печату это прям вот недалеко, уже ближе к пляжу. Так вот этот Печату, мы называем его Чингу здорового человека. Потому что если Чингу очень душный, очень перенаселенный, очень уже перегруженный, то вот это Печату, там точно так же, как и в Чингу, очень классная движуха в плане очень крутые люди, серферы, настроение, вайб, вот это все, вот эта атмосфера просто безумно крутая. Очень много классных мест, кафешки тоже открываются один за одним, просто один за одним. Большое количество классных, крутых мест. Там же, получается, рядом за Печату идет Улувату. Самые красивые виды на Бали, это вот все на Буките. Это вот эти отвесные скалы, безумные виды, закаты, сумасшедшие, просто в глаз вываливается от того, что вау, я вообще вижу это
своими глазами. Поэтому, да, там тоже классно жить. Вот там тоже много людей живет, сложно найти жилье, ценник там повыше, потому что это очень популярный район. Но все же ему далеко по трафику, по загруженности до Чингу, поэтому там дышится больше, свежее, как-то легче. И в целом Букит, он просторный. Если вот эта часть острова, где Чингу, Кут, она вся узкая, эти дороги очень узкие, то Букит, да, какие-то главные артерии, есть дорога Улувату, там тоже пробки, но плюс Букита, что можно большими объездными кататься вокруг и много простора. Вообще можно там найти дороги, по которой ты будешь ехать 10 минут, никого не встретишь, при том, что там живет колоссальное количество людей. В общем, Букит — это вообще своя отдельная любовь, отдельная атмосфера. Есть люди, которые живут там, приезжают или зимуют, или уже живут 5 лет на Бали, там долгое время уже на острове безвыездно. И вот они прям только Букит. Есть такие, как про Убуд, типа Убуд, One Love, все на всю жизнь, кто-то там Чингу. Вот, есть такие люди, которые прям вот Букит, вот мое. На Буките еще есть район Нуса-Дуа. Это район элитных таких отелей вдоль пляжа. Сейчас напоминает описание Санура, но нет, это другая тема. Там это тоже очень старый район, где очень такие крутые, дорогие отели. Это именно пакетный отдых, именно такой вот пакетный отдых. Набережный такой цельный, там нет, как в Сануре. Там просто у каждого отеля свой пляжик. И там вот такие отели. Хаяты, Шмаяты, то есть уже более высокого ценового сегмента. Если в Санурчике можно найти вообще на любой вкус, там тоже, по-моему, Хаят есть или еще что-то. Есть подороже, но есть подешевле. То в Нуса-Дуа это все такое, типа, как бы люкс, будем называть это так. Минус этого места, что там ничего нет. Там большие просторные дороги, можно ездить, но там один магазин, вообще кафешек, вообще крайне мало, потому что все заточено на пакетный отдых в отеле, чтобы никто не выезжал. Ну и далеко ехать до основной движухи. Поэтому я знаю, что многие люди там живут тоже, там мамы с детьми мы встречали, часто живут, но мы не рассматривали, потому что это все-таки такая обособленная территория, у них там даже КПП какой-то есть, ты въезжаешь в эту часть, он такой лайтовый, как бы больше показательный, но ты все равно проезжаешь этот КПП, типа заезжаешь в этот Нуса-Дуа, вот эти элитные отельчики, и там, пусто, потому что все по отелям, все по пакетам, по номерочкам, по ресторанчикам на своих пляжиках, вот как-то так. Обязательно нужно рассказать про район Амит. Это самый удаленный там на северо-востоке вроде, или северо-восток вроде бы. Обособленный, туда сложно доезжать, там через горы, через серпантинчик едешь. Вот. Но это безумно шикарный район, у нас тоже про него есть отдельное видео, потому что это место, где мы отдыхаем душой. Это район расположен у подножья вулкана Агунг, священный вулкан на этом острове, у которого безумная энергетика. Он этой энергетикой питает тут весь остров. Супер святое, почитаемое место у местных. Там постоянно могут целыми годами петь ему, устраивать церемонии, петь молитвы, чтобы он не извергался. И атмосфера в этом районе просто безумная. Такое спокойствие, все обволакивающее спокойствие, поглощающее. Ты просто успокаиваешься. Мы даже туда без няни ездим с детьми, даже дети там спокойнее. Мы отдыхаем. Очень классное место. И там тоже живет много людей. На удивление, там при сложности логистики, дороговизне логистики, неудобно туда все возить этими грузовиками через серпантин. Там много классных кафешек. Действительно много. И это круто. То есть все, кто не любит движуху, это, вы знаете, вот Бали, который лет 20 назад был, наверное, я думаю так, 30 назад. Вот мы жили, кстати, на острове Панган в Таиланде. Может быть, кто-то из вас знает такой остров, и вот этот Амит очень напоминает нам Панган по атмосфере. То есть там такая не совсем цивилизованная вся эта деревня, там деревенская жизнь, дороги такие разбитые, но атмосфера очень классная, много классных мест, европейцев тоже много приезжают, которые любят подальше от суеты жить, потому что, как я сказал, Убуд, Чингу и уже Букит тоже, это пробки. На Бали реально большие пробки. Если на мопеде окей, можно объезжать, на тачках вообще сложно. Короче, посмотрите видео, чтобы наглядно увидеть. Реально рекомендую, если собираетесь, то вам будет полезно, вы будете готовы, будете понимать, к чему готовиться. Короче, просто все наши видео смотрите, потому что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Конечно, в Амит с детьми я бы не ехал вообще ни в коем случае, потому что, как я и сказал, это не совсем цивилизованная и обжитая area, как это пространство, зона. Там нет больниц, там нет, по-моему, даже нормальных аптек. Там одна аптека, и то она делится пополам с
принадлежностями. Короче, один магазин там всего лишь нормальный. Ну, по сути, там все есть. Там все есть в этом же магазине. Ты все купишь там чуть дороже, чем в центре, потому что за, там, наверное, какие-то наценка за логистику, неважно. Но жилье будет дешевле, точно. Жилье будет точно дешевле, вы его найдете без проблем. Но с детьми я бы туда не ехал. Это если вы любите тишину, умиротворение. Если там Пичату — это Чингу здорового человека, то Амит — это Убуд здорового человека. И плюс он еще находится на пляже, на море. И там очень крутой снорклинг, что очень круто. В Амиде вы заходите в воду, прям падаете лицом вот прям в воду, и поплыл сразу рыбки, кораллы. И там похожая атмосфера с Убудом. Там тоже много людей про саморазвитие, про йогу. Нормально, ну, нормальная движуха. Какие-то джемы собираются, мантропение. Но для людей, которым это все интересно, прям супер. Вот то же самое, что было на Пангане. И если Амит находится на северо-востоке, то прямо на севере находится район Лавина. Нам подписчики вот писали в нашем телеграм-канале, что живут там и окей, потом кто-то спасался от каких-то колоссально завышенных цен, когда был бум, кто-то спасался от отсутствия вообще жилья по адекватным ценам и какое-то время жил там, но мы были там один раз. Вот этот район вообще самый-самый, вот куда не ступала нога белого, я считаю. Там буквально 2 там, или 1,5 кафе, которые для белых, там какая-то грузинская кухня, самое что удивительное. Вот, нет кофеин, то есть это просто полностью локальные, локалы, там живут местные. И это не то, что плохо и нехорошо, но для нас, допустим, особенно с детьми, конечно, это не вариант. Тоже мы его никогда не рассматривали, и он слишком скучный, вообще ничего нету. Поэтому мы никогда не рассматривали. Но, опять же, есть люди, которые туда ездят, живут, и какие-то комьюнити там тоже потихонечку, степ-бай-степ уже зарождаются, комьюнити белых людей. В общем, наверное, какая-то движуха будет наводиться со временем. Что по ценам в этих районах? Агентства по жилью, с которыми мы общаемся, которые помогали нам искать тоже жилье, они сказали мне такую информацию, что в этом году Убуд в первый раз за 10 лет побил Чингу по ценам на жилье, потому что ажиотаж сумасшедший. Просто люди едут, спрос вырос, местные задирают ценники просто адские. Но вот Убуд, Чингу и вот Пичату, наверное, этот, который вот топовые букитские локации, они, конечно, там high prices вообще просто лють. Они все лютуют, очень высокие цены на жилье. И то, как мы искали жилье, наша история поиска жилья, какие мы вот смотрели варианты, как мы сотрудничали с агентством, тоже есть видео, недавно его выпускал. Если вы собираетесь на Бали, вам все это придется проходить, очень рекомендую это видео, вот, эта ссылочка. Мы показываем, кстати, все дома, вы просто можете посмотреть даже видео, я делаю просто обзоры видосов этих домов, куда мы приходили, у нас просто волосы дыбом вставали. Цены, double price, жилье либо какое-то в жопе мира находится просто посередине нигде, либо оно просто ветхое, ужасное, ну и вообще абсолютно не стоит своих денег. Ну, в общем, ситуация такая. Но мы нашли, вскоре на этом канале будет, кстати, обзор рум-тур нового жилья в Убуде. Вот, по жилью примерно так. Цены на продукты, они везде одинаковые, потому что сетевые магазины, они есть везде, кроме Амида. Классическая сетка Популяр, Пепита, Фрестив, вот эти сейчас Гранд Лаки, пару больших магазинов открылся, такие гиперы уже такого европейского уровня, классные. Тоже я все эти магазины и все эти сетки обозревал, видео про цены тоже на канале есть. Подробно можно посмотреть, как они выглядят, как вообще выглядят продукты, магазины изнутри, большие супермаркеты. В общем, если это видео было вам полезным, поддержите нас лайком, потому что это безумно важно. Многие думают, что не важно ни лайк, ни комментарий, но только благодаря вашей активности наш канал может как-то развиваться. А мы бы хотели расти и делать для вас все больше и больше качественного и крутого контента. Говорят, 1 лайк дает 10 показов, поэтому нажмите, пусть будет. Если вам понравилось, не понравилось, нажмите, пусть будет все равно. Вот плейлист, о котором я говорил. Нажимайте на него, и вам не придется больше искать никаких видео про Бали, потому что тут просто, ну, вот самый сок. Все, увидимся в новых видео. Пока.